фойе загородного отеля под Кларенсом в Ирландии, где проходила свадьба, стояла молодая женщина и тихо смахивала слезы. Ее элегантное бордовое платье будто кричало на фоне ее сжимающегося от боли взгляда. Гости проходили мимо, шептались, поглядывали украдкой, но никто не остановился. Маре, 27-летней девушке, с юности жившей без правой руки после аварии, было привыкать некуда. Она давно научилась обходиться одной рукой, работать, укладывать волосы, держаться уверенно. Но в этот день внутренние силы словно иссякли. Когда за ее спиной раздался громкий смех, один из мужчин неосторожно бросил фразу, от которой у нее будто провалилось сердце. Ну, наверное, сама и потеряла. Группа гостей хихикнула. Маре прикрыла рот ладонью, не в силах сдержать рыданий. Мир перед глазами стал резким и колючим. Она приехала на свадьбу своей сестры Киары, надеясь просто побыть среди близких. Но Киара весь день была занята подготовкой и гостями, а Маре все чаще ловила на себе пустые, неловкие взгляды окружающих. Казалось, весь праздник только подчеркивал ее одиночество. Она стояла у окна, стараясь дышать ровно. Возвращаться в зал не хотелось, там ждали шепоты и косые взгляды. И вдруг позади раздались быстрые шаги. Не издевка, не жалость. Глубокий мужской голос произнес: «Прости, что задержался. Я искал тебя, светлячок». Маре обернулась. Перед ней стоял высокий мужчина в светлом костюме, с темными волосами и усталым, но добрым взглядом. В руках он держал небольшой букет полевых цветов, будто сорванных по дороге, простых, но искренних. Он представился: Оуэн, коллега жениха. Он опоздал, потому что утешал сына после сложного дня в школе. Оуэн говорил спокойно и мягко, без ненужных вопросов, просто давая понять, что рядом есть человек, который видит ее, не ее травму, а ее саму. Когда они вошли обратно в зал, он шел рядом так естественно, будто всегда был частью ее жизни. Он рассказывал о сыне, о том, как странно иногда чувствовать себя чужим на праздниках, и каждое его слово ложилось на душу Маре неожиданным теплом. Ее тревога исчезла. Шепоты тоже. Гости словно перестали замечать то, что раньше казалось ей огромной тенью. Ближе к вечеру, когда солнце заволокло зал золотым светом, Оуэн тихо спросил, можно ли проводить ее до отеля. Маре согласилась, чувствуя спокойствие, которого не знала годами. На улице легкий ветер колыхал деревья, и мир казался мягче. У ворот отеля Оуэн остановился. Иногда самые тяжелые дни становятся началом чего-то важного. И я рад, что сегодня оказался рядом с тобой. Маре вспомнила, как еще утром боялась чужих взглядов, и почувствовала, как в груди медленно прорастает надежда, тихая, осторожная, но настоящая. Она не знала, куда приведет их знакомство. Но впервые за долгое время была уверена. Она больше не одна.